Ходьба на коленях, по мнению современных специалистов, является простым и эффективным способом борьбы с заболеваниями коленных суставов, нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, нарушениями системы кровообращения. У данного упражнения есть множество полезных свойств для женщин и мужчин. Мы обсудим лишь самые важные из них. Итак, чем полезна и что дает ходьба на коленях? Оказывается, колени болят очень часто из-за атрофии мышц спины, ног, позвоночника. Другими словами, боль возникает у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Коленное соединение очень нуждается в разработке. Более того, причина 90% боли в коленях не само колено, а проблемы с тазобедренным суставом или поясничным отделом позвоночника. Даосская лечебная ходьба на коленях задействует практически весь наш опорно-двигательный аппарат, укрепляя мышцы и связки и оказывая лечебный и укрепляющий эффект. Основная нагрузка во время выполнения упражнения приходится на мышцы бедра и ягодиц, а также на тазобедренные суставы. Хорошо задействованы мышечные ткани нижней части спины. Степень загруженности отдельных групп мышц зависит от тактики выполнения упражнения. Регулярное хождение на коленях при артрозе коленного сустава позволяет облегчить болевые ощущения, сустав укрепляется, улучшается кровоснабжение и усиливается подача в полость сустава синовиальной жидкости, что предотвращает его пересыхание. Начинайте ходить на коленях, пока разрушительные процессы еще не начались в них или находятся на ранних стадиях. Это послужит отличной профилактикой артрита, артроза и сопутствующих им патологий. Техника выполнения упражнения. Первое. Встать на колени, постоять 30 секунд. Второе. Поочередно переносить вес тела с одной ноги на другую, отрывая одно колено от пола. Третье. Начать движение на коленях, имитирующее ходьбу, с опорой на кулаки. Колени поднимать поочередно. Четвертое. Продолжить ходьбу на коленях без опоры на кулаки. При невозможности выполнения этих действий просто переносите вес туловища с ноги на ногу. Предостережение. Вред при выполнении хождения может принести излишняя или однообразная нагрузка на неподготовленные ослабленные мышцы. Поэтому начинайте с минимума, даже просто стояние на коленях в течение нескольких минут. Если ты чувствуешь боль в коленном суставе при такой нагрузке, а это вполне возможно поначалу, пробуй ходить на коленях на кровати. Когда мышцы ног достаточно окрепнут, боль пройдет. Противопоказания. Первое. Если обнаружены неизвестные образования, шишки, наросты и прочее в области колен. Второе. При любых заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела. Третье. Получение любых травм коленного сустава, а также при наличии ссадин и ранок. Четвертое. При остеохондрозе, артрите и артрозе в стадии обострения. Чтобы не нанести вред здоровью, нужно правильно выполнять упражнения. Рекомендации по выполнению упражнения. Первое. Если в области коленных суставов заметны отеки, то перед началом упражнения следует помассировать щиколотки и коленную чашечку. Второе. Если вам больно опускаться и стоять на коленях, сначала дайте им привыкнуть. Встаньте коленями на подушки, просто постойте так, сколько выдержите. Следующий шаг – убирайте подушки и начинайте движение. Первые дни делайте хотя бы 2-3 шага. Ежедневно прибавляйте по столько же. Золотое сечение, по утверждению даосских лекарей, 400 шагов в день. Третье. Оздоровительный эффект это упражнение производит на организм только при ежедневных занятиях. Этой тренировке нужно уделять 15-20 минут ежедневно, только так результат будет ощутимым. Четвертое. Во время хождения под ногами должно быть одеяло, мат или мягкий ковер. Можно надевать на руки перчатки, а на ноги наколенники. К примеру, доктор Бубновский рекомендует приматывать к коленям мешочки, наполненные дробленым льдом, но со временем они вам уже не понадобятся. Пятое. О направлении движения. Начинать надо с ходьбы вперед, потом назад и снова по очереди. Туловище в строго вертикальном положении, без сутулости и наклона влево-вправо. Если ходите на четвереньках, делайте шаги как можно шире. Для разнообразия можно ходить по кругу, квадрату, восьмеркой, приставными шагами, боком, писать ногами буквы, подниматься и опускаться по лестнице, применять методику скандинавской ходьбы с лыжными палками. Шестое. После окончания упражнений лягте на спину, поднимите вверх прямые, но расслабленные руки и ноги и потрясите ими, сбрасывая напряжение с проработавших мышц и суставов.
А что вы думаете о хождении на коленях? Пожалуйста, поделитесь этой важной информацией в комментариях.